Мэйси было 7 лет. 7 долгих лет, наполненных не жизнью, а выживанием. 7 лет, в которых не было мягкой подстилки, ласковых слов, чувства безопасности и права быть любимой. Ее существование проходило на привязи, на улице под открытым небом, в холод, дождь, зной. Она не знала, что такое дом, не знала, что такое забота. Она знала только ожидание, бесконечное, изматывающее ожидание еды, тепла, конца боли. Когда служба контроля за животными наконец приехала, чтобы забрать ее, Мэйси уже почти не реагировала. Старый ошейник врос в кожу, шерсть под ним была стерта до крови. Когда ее отвязали от столба, она не сделала ни шага. Она не пыталась убежать и не сопротивлялась. В ней больше не осталось сил. В ее глазах не было ни злобы, ни паники, только глубокая, бездонная усталость, та самая, которая появляется, когда надежда угасает слишком долго. Она весила всего 18 килограммов. Для взрослой немецкой овчарки это был ужасающий показатель. Это было тело, медленно умирающее от голода. Ее ребра выпирали так, будто кожа была натянута прямо на кости. Мышц почти не осталось, лапы казались слишком тонкими, чтобы держать ее вес. Шерсть была грязной, свалявшейся, с проплешинами. Но настоящий ужас скрывался под ней. Все тело Мэйси было покрыто пролежнями, глубокими, открытыми, инфицированными. Эти раны не просто болели, они жили своей страшной жизнью. В них завелись личинки. Они разрушали ткани, причиняя постоянную невыносимую боль, от которой нельзя было спрятаться ни днем, ни ночью. Язвы были повсюду. На боках, на груди, на лапах, под хвостом, внутри пасти. Даже дыхание причиняло дискомфорт. Ветеринар, осматривавший ее, говорил тихо. Он позже признается, что за всю свою практику никогда не видел настолько сильного заражения личинками. Анализы крови выглядели пугающе. Подозрение на полиорганную недостаточность. Сепсис. Показатели свертываемости крови были настолько высокими, что приборы просто не могли их отобразить. Организм Мэйси словно работал на пределе, отчаянно цепляясь за последние ресурсы. Она была очень больна. Она находилась в критическом состоянии. Каждый час был решающим. Мы начали немедленно. Интенсивная поддерживающая терапия, мощные антибиотики, обезболивание, переливание крови и плазмы, когда это было необходимо. Мы действовали осторожно, понимая, что любое резкое вмешательство может стать последним. Прогноз был крайне осторожным. Никто не обещал чудес. И все же я дала ей обещание. Тихо, почти неслышно склонившись к ее голове, я сказала ей, что если существует хоть малейший шанс помочь ей выжить, мы его используем. Мы не оставим ее одну. Мы будем бороться за нее столько, сколько потребуется. Следующее утро принесло крошечную, но важную победу. Мэйси чувствовала себя немного лучше. Это было почти незаметно, чуть более ровное дыхание, чуть спокойнее взгляд. Но для нас это значило все. Прошлой ночью она впервые за долгое время спала. Настоящим сном, без постоянных подергиваний и тихого стона. Большинство личинок погибли. Воспаление начали брать под контроль. Боль удавалось сдерживать, если она лежала неподвижно. Она все еще была в критическом состоянии. Она все еще балансировала на грани. Но в этой тишине среди проводов, капельниц и приглушенных голосов появилась надежда. Дни в реанимации тянулись бесконечно. Каждый анализ, каждый новый показатель, каждое движение хвоста имели значение. Мы считали часы, и вопреки всем ожиданиям, через 6 дней Мэйси выписалась из реанимации. Это казалось невозможным. Ее перевели в специализированное медицинское учреждение для дальнейшего восстановления.
После плазмотерапии показатели свертываемости крови начали нормализовываться. Повторные анализы показали, что функции почек и печени стабилизировались и находятся в пределах нормы. Еще недавно мы готовились к худшему исходу, а теперь обсуждали, сможет ли она есть самостоятельно или потребуется установка назогастрального зонда. Это были разговоры о будущем. О жизни ее раны по-прежнему были серьезными. Врачи не скрывали правду. Заживление будет долгим, сложным и болезненным. Никто не мог дать гарантий. Но Мэйси уже доказала главное. Она хотела жить. Она держалась. Она боролась. «Добро пожаловать в твою новую жизнь, прекрасная девочка. Мы начали документировать каждый этап ее пути, каждую маленькую победу, первую ванну, особенную, лечебную, наполненную теплом и осторожностью, специальные растворы, мягкие руки, тишина и терпение. Никогда раньше о ней так не заботились. И даже тогда, несмотря на пережитые ужасы, Мэйси оставалась удивительно нежной. Она смотрела на людей с осторожным доверием, словно проверяя, правда ли это, можно ли верить. Иногда она тихо вздыхала, будто впервые за долгое время позволяла себе расслабиться. День 10. У Мэйси появились 2 особенных телохранителя, другие собаки. Они не отходили от нее ни на шаг, лежали рядом, следили за каждым движением, охраняли ее сон. Они заботились о ней так старательно, что иногда она не могла уснуть. Ей было немного некомфортно, но она больше не была одна. Впервые за долгое время. День 21-го. У Мэйси появилась теплая постель. Мягкая, уютная, безопасная. Она полюбила это ощущение. Тепло, которое не исчезает, и мягкость, которая не причиняет боли. Особенно ей нравилось, когда мой малыш гладил ее. В такие моменты она закрывала глаза и дышала глубоко и спокойно. Мы вместе смотрели рождественский фильм. Приближалось Рождество, и дом наполнялся светом, запахами еды и тихой радостью. День 35. В последние дни она снова немного ослабла. Она реже вставала, больше спала. Это пугало. Каждый шаг назад отзывался тревогой в груди. Но мы не отходили от нее. Мы были рядом, молча, терпеливо, с любовью. День 45. И снова свет. Мэйси становилась лучше. Она отлично реагировала на лечение, уверенно набирала вес и обзавелась множеством друзей. Ее вес достиг 56 фунтов. Она процветала. Теперь она вставала сама, подходила к другим собакам, интересовалась происходящим. Ее лай, уверенный, живой, наполнял дом радостью. Мы верили, мы движемся в правильном направлении. В тот день в общественном доме был праздник. Мы все собрались, чтобы отпраздновать 17-летие Уайлд. Мэйси была рядом, живая, теплая, настоящая. Еще недавно это казалось невозможным. День 48-й. Она сама встала с кровати и пошла пить воду. Просто встала, просто пошла. 3 недели назад ей приходилось делать подкожные инъекции жидкости, потому что она отказывалась пить. А теперь она двигалась сама. Ее сила и выносливость поражали. Она превзошла все ожидания. С любовью, заботой и изрядной долей курицы-гриль Мэйси выздоровела не только телом, но и душой. Она стала активной живой девочкой, которая следовала за родителями и пушистыми братьями и сестрами по всему дому. Она везде хотела быть рядом. Мэйси была лучиком солнца, которому дали шанс, и который этот шанс использовал. День за днем она сияла и вдохновляла. Ее путь изменил жизни многих людей и собак. Этот след останется навсегда. Мы будем любить тебя вечно, Мэйси.